Всем привет! Меня зовут Наташа Фохтина, и я рада вам представить свой небольшой мастер-класс, такой своеобразный совет по поводу того, как вы можете починить разбившуюся фигурку. Я думаю, что у многих есть различные массы модельные для рукоделия. Если нет, то вперед в Леонардо покупаем, например, недорогую пачечку Джови и ни в чем себе не отказывая, с ней работаем. Для починки прям вот самая та паста. Единственное, что, конечно, мы не можем с помощью этой пасты нарастить пальчики, да, сделать какие-нибудь тоненькие детальки, но восстановить крыло можем. В общем-то, эта паста очень быстро высыхает, поэтому всегда лучше ее держать в целлофановом пакетике. Я беру небольшое количество, она, в общем-то, руки пачкает, но не активно. Очень похоже на ощупь на глину, практически аналог. И что мы делаем? Вот мы прям вот так вот сразу начинаем приступать к работе. Что хочу сказать. Если вы боитесь, что декор не приклеится, вы можете взять клей. У меня есть, например, вот такой клей ВГТ, ремонтно-монтажный. Люблю такие материалы, потому что они дают, в общем-то, не очень плохую сцепку. Прям вот так вот на краешек наношу и кисточкой распределю. На самом деле я не знаю, что это за материал, потому что если бы это был гипс, то проблем бы не было, я бы с помощью гипса это бы и починила. Но это какой-то полимер, поэтому я хочу утолщить этот декор, хочу, чтобы он у меня внутри стал таким плотным, как каркасом, потому что если крыло я просто наращу вверх, то, скорее всего, оно у меня просто отвалится. Я заполняю все вот это отверстие, причем забиваю довольно плотно для того, чтобы после того, как эта паста высохнет, она у меня не барахталась. Прям четкого рисунка я не гарантирую, потому что это надо, конечно, долго и упорно лепить. Да, я вам просто показываю, как можно восстановить до того момента, как вы какие-то анатомические особенности этого крыла сможете потом на этом изображать. Да, практически я уже перекрыла этот скол. Что мне еще нравится, что ничем не нужно смачивать руки. Да, эта паста к рукам не прилипает. И вот смотрите, прям в то время, когда работаю, даже идут некие сколы, поэтому вот сейчас нанесу клей для того, чтобы сверху из этой массы сделать перышко, которое будет эту конструкцию держать. Вообще клей пачкучий такой, пачкает очень здорово руки, потом руки отмывать сложно, но вы можете использовать и момент столяр. Клей во всех отношениях хороший. Я, правда, почему использовала клей этот, типа жидких гвоздей, потому что, ну, я уверена, что он поведет себя хорошо на этой массе. Что я хочу сказать? Можно, конечно, сделать было крылья и симметричными, да, но, в принципе, и в таком варианте это смотрится неплохо, учитывая, что до этого статуэтка была на выброс, сейчас мы ей придадим, ну, целый вид. Что я хочу сказать? Конечно же, я не фанат вещей, битых
для украшения дома. Но если вещь какая-то вам дорога как память, да, какой-то там ценный подарок или трудно вам расстаться с какой-то вещью, то, конечно, лучше пусть она у вас будет после починки, нежели вы от нее избавитесь. Вот на этом этапе я могу брать клей ПВА, потому что он нормальным образом будет все выглаживать. Да, а эта масса замечательно с клеем работает. Да, вот смотрите, одно крылышко вверх, одно немножко вбок. Получилась такая небольшая асимметрия. Вот, в принципе, я могу нарастить крыло и целиком, но по анатомии вроде все правильно. Да, могу чуть-чуть сделать это крыло побольше для того, чтобы просто его укрепить. После того, как я вот это все настроила, а по-другому я не назову, я выглаживаю эту поверхность и возьму какой-нибудь стек для того, чтобы порисовать перышки. Конечно, можно и какие-то более серьезные скульптурные вещи делать, и эпоксидку использовать, но мы считаем, что вот из подручных средств практически, да, из дешевой массы, она реальная, недорогая, зайдите в Леонардо, посмотрите. Вот, да, у нас с вами получилось крылышко. Что делать, если пальчик у нас отломан? Ну, в общем-то, как я уже сказала, никаких оттопыренных пальчиков у нас не получится, но зато я могу в эту руку сделать пальчик, лежащий на ладони. Да, беру эту массу, небольшое количество, перекрываю на ладошке вот этот скол. И, кстати, хочу сказать, что на сколах замечательным образом все держится. И закрыв да, у меня вот такой восстановленная ладошка. Ну, не ахти как, но тем не менее, да, для скульптуры такого уровня вполне себе приемлемый вариант. Можно посидеть подольше, но мне нужно показать вам довольно быстро, как это делается. Да, я немножко отвлекаюсь, конечно, от камеры. Вот, выглаживать можно, макнув пальчик в клей ПВА. И вот у меня получился такой загнутый пальчик. Ну, почему бы и нет, да? По крайней мере, руку я спасла. Смотрим, что здесь еще отбитого. Да ничего отбитого здесь больше нет. Мне останется только взять сейчас какой-нибудь стек. Можно это, кстати, делать и просто с ненужной шариковой ручкой. Да, мы снимаем излишки, вот берем и вот так вот перышки выбираем. И таким образом мы рисуем новые перья. Специально не беру специальные инструменты, извините за тавтологию, для того, чтобы показать, что можно и буквально на коленке это сделать. Да, прочерчиваю серединки перышек, сами перышки. И вот так вот у меня все здорово получается. Да, в общем-то, вот такое вот крыло. Если это будет фигурка где-то далеко,
сидеть на полочке, то в принципе не так важно. Так, я вот все аккуратненько перышки прорисовала. Повторюсь, я не хочу тратить ваше время, я показываю вариант, а вылепить что-то более серьезное вы можете и без меня. Да, вот перышки прорисуем. И у нас с вами получилось крыло. Причем я замечу, что крыло практически по цвету не отличается от материала, из которого сделан сам ангелочек. Так, руку я сейчас тоже поправлю. Да, я извиняюсь, что я болтаю этой заготовкой. Просто неудобно одновременно работать и что-то рассказывать. Но я думаю, что именно это видео вам, конечно же, пригодится. Огромное количество этих модельных масс продается в рукодельных магазинах. С их помощью вы сможете много чего починить. Да, вот. Даже починить сможете ангелочка и повесить его потом на стену, чтобы он вас радовал своим прежним видом. Да, есть какие-то вещи, которые вот хочется, чтобы они жили долго и счастливо у вас в доме. Вот пусть живет. Пусть ангел-хранитель вас хранит, и пусть никакие трудности и разбитые статуэтки вас не огорчают. Да, вот пальчик есть, крылышко мы починили, и теперь нам осталось только это посушить и покрыть лаком, и вещица будет как новая. И хочу еще сказать, что если есть какие-то трещинки, то вы их точно так же с помощью клея ПВА и вот этой модельной массы можете закрыть. Да, это все очень просто делается. Мы должны это место, где предполагается сделать починку, закрыть, нанести туда клей ПВА, а затем мы туда вносим кусочек пасты. И с помощью непишущей ручки, опять же, да, там чернил нет, просто я ее использую как стек. Мы закрыли трещинку и получили целиковую работу. Эта масса практически не утяжелит наш объект. Он останется примерно таким же по весу, что и, собственно говоря, радует. Вот если какие-то прям скольчики, их тоже можно поправить. В общем, ничего невозможного для нас нет. Вот такой вот теперь ангел целенький и будет продолжать жить и радовать свою хозяйку. Вот, это был такой заказик починить любимую вещицу. Я и починила вещицу и поделилась с вами тем, как это можно сделать. С вами была Наташа Фохтина. Всего доброго и до свидания. И не забывайте приходить на мои бесплатные вебинары, потому что на них вы увидите очень много интересного. У меня ВКонтакте на страничке всегда есть приглашение на эти уроки. Пока-пока!